Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. У меня мебельные образцы мне отдала подруга из магазина, и они сами по себе небольшие. И кроме того, на них еще вот они были приклеены, и, соответственно, клей с обеих сторон. Поэтому я клей срезаю, его никак не убрать, только выкинуть. И вот еще вот эта этикетка на клею. Я попробовала клей хоть как-нибудь убрать, но тоже ничего не получилось. Остается пятно, оно липкое, поэтому я буду его срезать. Я разметила полосочки 5 на 11 сантиметров и раскладываю их в порядке, который я посчитала нужным. Я добавила сюда полоски из джинсовых тканей, из разных остаточков. И вот в результате у меня получилась вот такая вот большая полоска 11 сантиметров шириной и маленькая полосочка из тех кусочков, которые вот с клеем были. Я под них вот размер подстраивала. Я беру флизелин, и это клеевая ткань, и приглаживаю утюгом. Хотя это достаточно плотные ткани, но все-таки они неустойчивые, потому что много швов, и получается такая гармошка. А с флизелином это более стабильная получается в результате заготовка. Сначала беру маленькую деталь в полосочку и пришиваю его к детали из джинсовой ткани. Джинсы мне другая подруга отдала. И второй такой же у меня выкроен по размеру получившейся заготовки. Это будет передняя и задняя часть сумки. Закругляю уголочки на обеих заготовках подручными средствами и обрезаю лишнее. В результате у меня получается все детали для моей будущей сумки собраны. Передняя, задняя часть, вот эта часть, которая и дно, и боковушки. Вот это дно и боковушки я буду уплотнять с помощью поролона. Ширина моей заготовки 11 сантиметров, а поролон я выкроила 8 сантиметров шириной. Сверху кладу ткань, которая у меня будет подкладочная. Я хочу простегать полностью эту заготовку в шов между вот этими полосочками. Девочки, длину вот этой вот заготовки, дно и боковушки, я делала с запасом. Мне, по идее, надо было где-то 82 сантиметра, а я сделала 85 сантиметров в длину, потому что в результате стежки эта заготовка становится короче. Соответственно, во время стежки каждую полосочку я делаю закрепку в начале и конце строчки. Я не обрезая нитки, прямо разворачиваю, если вы видели. Нитки я использовала синего цвета, потому что у меня тут много синего цвета и ко всем подходит. Видите, немножечко уменьшилась у меня нижняя часть подкладочная. Я буду делать шлевочки из стропы, для того, чтобы можно было зацепить ремень. Вставляю полукольца и прикалываю вот на то место, где у меня как будет пришиваться. С краешку я здесь оставляю, потому что я здесь буду обрезать. В том числе я буду срезать поролон. Я вот сейчас обрезала чуть-чуть, но потом я еще столько же срезала, чтобы поролон в шов мне не попадал и не утолщал мне мою работу, не затруднял. Вот это с полосочками у меня будет задняя часть сумки. И я решила к ней пришить карман. Вообще от других джинсов он отпорот. Я его пришила такими же розовыми нитками, как и все я буду здесь стараться прошивать. В результате у меня вот готова подкладочная ткань. Я уже сделала там кармашек. Ссылочку на видео, где как вшить карман с молнией в сумку, я оставлю в описании к этому видео. У меня клапан, который я делала в прошлом видео, тоже оставлю ссылочку на это видео в описании к видео. Для канта я выбрала полоску из тех же самых джинсов, они немножечко стрейч, поэтому я ничего не выкраивала, просто прямая полоска. Можно было поуже сделать, но уж как сделала. Внутреннюю часть канта я пришиваю вручную. Я в прошлой сумке так делала, мне понравилось. Так как верхняя часть клапана у меня пойдет в шов, то поролон у меня не до конца, чтобы у меня не было толстое, чтобы хорошо все пришивалось и выглядело нормально, не топорщилось. Вот клапан у меня готов. Сумка, все части, вот лицевые сумки готовы. И буду пришивать уже, соединять детали сумки между собой. Сначала закрепляю это все
прищепочками. Чтобы удобнее было мне на уголках, вот на этом закруглении, я делаю такие надсечки небольшие. Тогда у меня эта заготовка лучше поворачивается. Да и пришивать ее будет гораздо удобнее. Ну и все, приколола, прищепила прищепками. Это я буду срезать лишнее. И иду на машинку пришивать. Все готово, пришила. Все у меня красиво, хорошо. И то же самое я буду делать с следующей стороной, с передней. Переднюю и заднюю часть я поролоном не уплотняла, но я тоже проклеила флизелином, чтобы немножечко стабильнее были эти заготовки. И покрепче, как-то пожестче. Но мне показалось, что достаточно будет поролона в той детали, которая вот боковушки и дно. Ну и сразу решила пришивать клапан, потому что, ну, во-первых, дополнительная строчка не помешает, он в любом случае будет крепче держаться. Ну и уже все-таки хоть какое-то дело уже будет сделано. Подкладку я точно так же сшила все, кроме того, что оставила отверстие для выворачивания. Надеваю подкладку на сумку мою будущую, на лицевую сторону, складываю это все лицом к лицу и совмещаю все швы. Так как размеры у меня одинаковые, и подкладки, и лицевой стороны сумки, то все у меня хорошо совмещается. После того, как сколола все, мне остается прошить по окружности своей будущей сумки. После того, как прошила, выворачиваю. Девочки, вот вроде я и знаю, что должно получиться, я как бы планирую это, но все равно вот этот момент выворачивания, а что в результате у меня получилось, он какой-то такой таинственный, очень азартный. Отверстие для выворачивания мне уже не нужно, я его зашиваю обычной прямой строчкой. Вот зашила, все готово у меня, просто поверх прострочила и все, кто там у меня что увидит. И у меня осталось только хорошенько расправить вот эти краешки все, прогладить, чтобы все выровнять и чтобы подкладка не выглядывала сверху лицевой ткани. И после того, как я все прогладила, мне осталось проложить строчку по окружности моей будущей сумки. Когда я шила ремень, я не снимала, но решила показать, как я это делала. Вот так вот вокруг стропы обернула джинсовую ткань и все прострочила. При ширине стропы 3 сантиметра мне понадобилась полоска джинсовой ткани шириной 7 сантиметров. Смотрите, какая получилась красотища. Мне прямо очень нравится эта сумка. Я не знаю, может быть, стоило и переднюю и заднюю часть тоже с поролоном сделать, но и так она держит форму. Я пришила здесь кнопку магнитную. Может быть, стоило побольше кнопку выбрать, но вот была в магазине только такая, не очень большая. Очень хорошая. Поролон, я, кстати, не сказала, здесь у меня поролон, который мне пришел, он 7 миллиметров толщиной. Нормально у меня по нему все шилось, никаких не было проблем со стежкой. Но в продаже есть и 5-миллиметровой толщины поролон. Называется мебельный поролон. Посмотрите по интернету, поищите. И на Яндекс.Маркете есть, и на Озоне. Я сделала сумку с клапаном, потому что это моя любимая модель. Я себе все сумки делаю. Вот я привыкла к такой модели, и я ее люблю. Была еще мысль клапан украсить стразами или бусинками, но решила так оставить. А так лицевая сторона может быть такая же, вот как у меня задняя сторона, кармашек, и вот эти полосочки, они тоже очень красиво смотрятся. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.